Меня зовут Мягеньких Александр. Здесь занимаю должность слесарь-сборщик и водитель-испытатель, если так можно выразиться. До того, как попасть сюда, я 25 лет отработал водителем, водил грузовики. Мне стало интересно, пришел сюда. Думал, некоторое время поработаю, варить научусь. Это уже 8 лет. Сначала была идея постройки большого вездехода на больших колесах, чтобы в нем можно было автономно в течение продолжительного времени находиться компанией, там, скажем, 5-6 человек, не зависеть от заправочных станций, от сервиса, и было желание ехать, куда глаза глядят. Первую машину вот в соседнем гараже мы собирали 9 месяцев. То есть ровно через 9 месяцев эта машина сделала первое движение. За время работы здесь участвовал в нескольких экспедициях. Но самое интересное, наверное, это была экспедиция от Нового Уренгоя, от станции Карачаева, до Анадыря. Своим ходом мы гнали 3 машины. Это была достаточно такая автономная экспедиция. 3 груженных машины тянули за собой прицеп с топливом. Продолжительность маршрута получилась 6500 километров. Со всеми соответствующими красотами и с якутскими берегами, с термокарстовыми образованиями, белыми медведями, полями молодого льда. Управление этой машиной достаточно простое. Гидрообъемное рулевое управление позволяет управлять хоть пальцем. То есть после того, как в экспедиции долго на нем едешь, приезжаешь домой, и на легковой машине руль кажется тугой. От качества материала при изготовлении машины зависит многое, потому что на морозе сталь, она, как известно, хрупкой становится. Всему нужно уделить особое внимание, потому что плохо подготовленная машина в автономном путешествии – это просто гибель. Надо серьезно к этому относиться. То есть в качестве горюче-смазочных мы используем продукцию компании Ravenol, то есть это моторные масла, трансмиссионные масла, смазки, тормозные жидкости, антифриз. Почему я работаю здесь? Наверное, потому что интересная работа, интересный коллектив. Ребята подобрались достаточно грамотные. Всегда есть с кем поспорить, поговорить. Бесконечное движение вперед.